Сервика, официальный партнер соревнований Сервика, крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири и Дальнего Востока. Агат и Тенет, партнер соревнований, официальный дилерский центр Тенет Агат Наготельникова. Компания Агат – ваш надежный партнер в мире автомобилей. Компания «Дымов» – один из ведущих российских производителей мясной продукции. Продукция «Дымов» из настоящего мяса. Питьевая вода «Лель» от чистого сердца природы. «Лель Спорт» удобно взять с собой на тренировку, в машину, в поход. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в город Красноярск, в Ледовый дворец «Кристалл-Арена», на всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Красноярье». Через несколько минут мы начнем наши соревнования. На лед выйдут танцевальные дуэты с ритмическим танцем. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсмена. Просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончанию их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые зрители, разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья и судья номер 5 Елена Ушакова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 2 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 3 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Ольга Харчева, Самара. Судья номер 6 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 7 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Наталья Митюшина, Москва. Иван Лобанов, Ростов. На разминку приглашаются участники первой группы. Софья Гончарова, Александр Сенцов, Москва.
Влада Быстрова, Даниил Лавриненко, Санкт-Петербург. Александра Финохина, Никита Иванов, Москва. Анна Смирнова, Ярослав Нечаев, Тульская область. Евдокия Крючкова, Артем Мякишев, Москва. Разрешена разминка. И снова мы на фигурном катании. Это третий этап серии юниорского гран-при, который проходит в прекрасном городе Красноярске. Гостеприимная арена уже принимает соревнования. В танцах на льду сегодня мы увидим ритм-танец. И первые участники, первая группа участников уже находятся на льду. Начинается разминка, а мы, ваши комментаторы, Василий Соловьев и чемпион мира и Олимпийских игр Никита Коцалапов здесь для вас со своими комментариями. Приветствую вас, Привет. Василий, приветствую, Привет. дорогие друзья. Что тут скрывать, я очень соскучился уже по этому уютному креслу, по комментаторской позиции. И, к сожалению, в этом году у меня, скорее всего, не получится прокомментировать наших мастеров. Но я очень рад посмотреть на наших юниоров, на красноярском льду, таком мне очень знакомым и родном. И желаем всем парам сегодня удачи в ритм-танце, или, как я люблю говорить, все-таки в короткой программе. И сразу мы видим Анжелику Крылову, и ее пару представляет первая. Она будет открывать эти соревнования. Софья Гончарова, Александр Сенцов. И к ней мы еще обязательно вернемся впоследствии. Сейчас пробежимся по списку участников, которые представят нам программу в стиле 90-х. Влада Быстрова и Даниил Лавриненко. Это, в свою очередь, питерская пара. В Санкт-Петербурге тренируется несколько спортсменов, в том числе у Анны Пострыбайло, которая на ваших экранах. Здесь представлены две танцевальные пары. Зажигательный ритм-танец у них под музыку, которую вы, безусловно, моментально узнаете, и будет у вас отличное настроение. На первом этапе серии Гран-при эти ребята были 10-ми. Третье место занимали на Кубке Федерации. В общем, постепенно можем за ними следить, отмечать результаты, прогресс, всегда учитывая то количество соревнований и трансляций, которые нам предлагает Федерация и Первый канал. Вот у нас все наглядно на глазах происходит. Это здорово. Александра Финохина и Никита Иванов из Москвы, которых тренируют Сергей Мозгов, Юлия Тульцева, Кристина Кример, будут исполнять свою программу на музыку Макарена. Тоже выступали уже в этом сезоне, в частности, на первенстве Москвы, мемориале Коломенкина, но пока что призовых мест не снискали. Анна Смирнова и Ярослав Нечаев, ученики Ситникова и Злобиной, которые тренируют эту пару в Москве, но выступает Анна и Ярослав за Тульскую область, где их тренером является Ирина Назарова, президент Тульской областной федерации, хорошо известный всем специалист фигурного катания. И Евдокия Крючкова и Артем Мякишев завершат эту группу участников, их выступления. Ирина Жук, Александр Свинин и на ваших экранах Анна Шпилевая, их тренеры. Будем за ними, за всеми пристально следить. Никит, как вот в этом сезоне танец, ритм, танец, который ты называешь коротким, а он короткий и есть, но официально ритм-танец. Зачем следим прежде всего? Скажи в двух словах. И как для специалистов, я так называю, бывалых болельщиков, так и для тех, кто в первый раз включил катание в этом сезоне.
В общем и целом у нас все как всегда, есть определенное количество элементов, у нас есть одна поддержка, у нас есть серия твизлов и у нас есть два обязательных танца. Один из них это румба, который имеет 2 кипоинта раздельных для девочки и для мальчика. И также квикстеп, то же самое с кипоинтами и там. Вот. Будем смотреть, как ребята владеют коньком, потому что обязательный танец, как и всегда принято в танцах на льду. Раньше, конечно, это было отдельным видом. Сейчас уже достаточно давно это внедрено в короткую программу, в ритм-танец, как хотите называйте. Показатель уровня катания, скольжения, конечно же, фигуристов. Очень важный аспект танцев на льду. Это обязательные танцы. Без них, наверное, может быть, и не было бы такого большого отличия в катании от остальных видов нашего фигурного катания. Конечно же, будем смотреть на то, какие поддержки делают наши ребята, какие входы, какие выходы, насколько быстро вращают, на какой скорости они входят в твизлы, на какой скорости их исполняют и как чисто это все это делают. Итак, первая пара. Это Софья Гончарова и Александр Синцов из Москвы, ученики Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Их композиция «Get Ready for This» и «We Like to Party» — все это знаменитые треки 90-х, которые погружают нас в атмосферу ностальгии.
за что мы любим танцы, так это всегда за то, какие эмоции танцоры создают на льду. Никогда не бывает при любом прокате, чтобы с настроением были проблемы, потому что у танцоров, по-моему, это самое главное. Точно так же, вот как ты пришел на комментаторскую позицию, сразу создаешь позитивное настроение. Ну и ребята поддерживают. Поздравляем с первым прокатом сегодняшнего дня, открытием турнира. Это всегда тяжело. Кстати, вот такая разница в росте у танцоров, она, с одной стороны, делает легче жизнь партнера, а с другой стороны, в плане представления, это как? Ну, вы Работает. знаете, на самом деле разница не такая уж и существенная, она вот выше плеча, но действительно, на самом деле могу сказать, если разница побольше, тебе, конечно же, там в элементах, в поддержках небольшое преимущество ты получишь. Но здесь в целом ничего криминального нет, ребята вполне друг другу подходят. Вот партнер пытается чуть ниже подсесть. Вот, кстати, нам сейчас показали в замедленной съемке кейпоинт из румбы. Это было чиктау, и сразу же следом внутренняя тройка. И кейпоинт и для партнера, и для партнерши совместно. Чиктау было исполнено, на мой взгляд, въезд был достаточно глубокий, видели все внутреннее ребро, но на выезде вот мне у Влады показалось, что недостаточно глубоко было. Ну, тройку, к сожалению, мы в съемке совсем не увидели. Посмотрим уже, что судьи поставят. Вот. Ну, мне показалось, что ребята немножко были зажаты все-таки, как Василий сказал, что первым номером достаточно ответственно всегда начинать. Ну, посмотрим оценки. Ну вот твизлы у них 4-го уровня, как мы видим по оценкам, и даже с хорошим плюсом, надбавкой балл 12. В итоге они получают 54 балла, и на эту оценку мы будем ориентироваться в дальнейшем. Здорово, когда тебя тренирует призер Олимпийских игр, конечно, это особая ответственность. Влада Быстрова и Даниил Лавриненко из Санкт-Петербурга. В Академии фигурного катания их тренирует Анна Пострыбайло. И обещанная мною до начала их проката зажигательная композиция Pretty Fly. Montag lieben, glauben, globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake and play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight that feel and keep it real. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest crap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girlies say I'm pretty fly. For a white guy. Got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I breathe that I need, what a lion amazing. All of the time I never show why I need you. Please let me down.
Эх, как соревнования-то начались в Красноярске с таких драматичных событий. Влада Быстрова и Даниил Лавриненко в своей программе, которая обещала быть зажигательной, допускают такую, ну, в танцах самую непривычную, серьезную ошибку. Это когда случается падение. Что произошло? Как это оценить? О, вы знаете, Прежде всего эмоционально. падение достаточно страшное. Он по ходу лицом приложился, и партнершу никак не смог спасти. Но нам сейчас, наверное, покажут помедленнее, чтобы мы разобрались вместе с вами, как это так произошло. Но на самом деле хочется рассказать в целом про прокат. Вот где-то я хотел найти какие-то позитивные моменты, но не могу я быть неискренним и с вами, и, может быть, с ребятами, если они послушают. Мне с самого начала программы было полное впечатление, что у них у обоих вот дрожат ноги, дрожат коньки, не уверены в себе, либо не хватило тренировок. В общем, честно говоря, вот просто очень-очень разболтанно катались ребята. Вот, может быть, это и привело к тому, что вот к падению в поддержке, потому что нету какой-то уверенности у ребят на льду. Вот и в Твизле ошибка, и там споткнулись, и здесь споткнулись. В целом прокат был нечистый. Вот, что, конечно, и на настроении сказывается, потому что вот могу сказать, что и Offspring, и Blur — это музыка из моего вот детства. Я и мои друзья страшно упали, да. Так партнерша вроде бы не очень ударилась, я надеюсь, как будто бы он Чуть-чуть её до концовки не подстраховал. хватило, да? Да, ну, на то оно и сложная поддержка с вращением, которую ребята поставили в свою программу. И поддержка, мы видели, даже у мастеров случаются срывы с поддержки, да, на Да, предыдущем этапе конечно, бывает в всякое. Магнитогорске. А тут самое, конечно, обидное, это вот и страшное, вот когда такое, как ты говоришь, дрожащие ноги и неуверенное катание, что, ну, опасность, да, поддержка — это очень опасное дело, не только в парном катании, но и в танцах. Поэтому, ну, видимо, успокоила их тренер, да, они... Видно, что расстроены, но как-то отрабатывают. Ну, я вот ребятам желаю эмоционально. просто в произвольной программе реабилитироваться, собраться друг с другом, с тренером, найти правильные слова и все-таки показать, что они тренируют, чтобы мы вообще имели понимание об их стиле, об их паре, об их работе. Но думаешь, это больше психика, то есть то, что вот такое волнение было, тремор такой в этой программе, или это все-таки физика не дотягивает? Хотя ритм танец, Я здесь думаю, не что дотягивает физику. Очень-очень правильный вопрос. И, И вот не к нам. эти все два аспекта, я думаю, они в одном и есть. Я вот постоянно на самом деле это говорю, что когда ты провел достаточное количество тренировок, ты и выходишь увереннее на соревнования, потому что ты знаешь, какую работу ты проделал. Я вот думаю, волнение больше вот 50%, когда это сверхволнение, оно исходит Из от того, недоработанности. да, что ты знаешь, что ты не в форме, что ты не доделал. Конечно, они получают совсем немного и занимают пока вторую позицию. На льду Александра Финохина и Никита Иванов из Москвы, где тренируются у Сергея Мозгова, Юлии Тульцевой, Кристины Кример. От них мы ждем танец Макарена. Прямо сейчас. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá.
cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ya te llevo presente. Here we go. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up. Let's do it. Come on, people. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. 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 Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. Александра Финохина и Никита Иванов. Еще один зажигательный танец. Но вот мы обратили внимание, когда ребята выполняли танец, то, что не целиком покрывают они площадку. И это, безусловно, один из важнейших показателей в фигурном катании вообще и в танцах особенно. А вот как ощущает себя фигурист, который выступает в топе? Ему площадки обычно не хватает для своего выступления или как? Ну, наверное, это каждому индивидуально. Вот мы с Викой всегда тренировались на площадке не олимпийского размера, и при этом, когда выходили на большую площадку, раскатывали всегда на всю поляну, на самом деле, потому что... То есть просто подстраивались, грубо говоря? Да нет, у нас большие рычаги, у нас хорошие толчки, отличная база катания. То есть Почему бы это не показать? можно покрыть, да? Любую площадку, да. Вот здесь не хватало, да, немножко? Давай тогда по... Чиктау, элементам пройдемся. мне кажется, очень видно, что Чиктау у обоих ребят было поставлено очень узко и не хватило ребра, так же, как и следующая тройка с внутреннего переднего хода на задний наружный, тоже не было вот этой вот самой глубины, знаете, когда ты смотришь на дугу, и она кажется тебе монолитной, когда ты настолько тебя лед держит, что у тебя и корпус в наклоне, и конек в достаточном наклоне, что это выглядит впечатляюще. Здесь, конечно, это все не настолько хорошо сделано. Я уверен, что, кстати говоря, они могли бы сделать лучше, потому что у них очень длинные ноги, и как раз это позволяет вот широко шагнуть в эту Чиктау. На самом деле прокат был достаточно чистый. Мне кажется, они немножко скромничали под такую зажигательную музыку, но в целом настроение было хорошее очень. Ну вот от этих кейпоинтов, про которые ты периодически говоришь, от них зависит то, как будут оценены дорожки, как будут оценены каждые фрагменты танцев, румба, квикстеп в нашем случае. Вот ребята в квикстепе на 3-й уровень, мы видим по судейскому протоколу, как начекались, да, в своих шагах. Но нужно, как говорит Никита Косолапов, на 4-й, во что бы то ни стало. Да, и Александра еще, скорее всего, не докрутила во втором твизле один оборот, за что и тоже было снижение. Таким образом, они набирают 54 балла и совсем чуть-чуть проигрывают паре Гончарова-Сенцов. Анна Смирнова, Ярослав Нечаев выступает за Тульскую область. Тренируется в Москве у Алексея Ситникова и Юлии Злобиной. И катаются в своем ритм-танце под композицию «Моби».
Анна Смирнова, Ярослав Нечаев выглядят грустными по итогам проката, что у танцоров редкость, и прям что-то должно реально случиться, чтобы они расстроились. Потому что обычно, по-моему, вас прям заставляют ни в коем случае не показывать, что что-то случилось, вдруг никто не догадается. Ну, я шучу, конечно, но правда, настолько серьезные ошибки сейчас были у Анны и Ярослава, что они настолько расстроены. Ну, на самом деле, видимых ошибок было всего несколько, и они, наверное, больше вот судьям и техническим специалистам были видны. Что хочется отметить, это, конечно, как всегда, программа от Юли Злобиной и Алексея Ситникова. Всегда это самобытно, всегда это необычно, всегда это узнаваемо. В общем, не так, как все, и всегда они выделяются. Вот. Да, впервые за сегодняшний просмотр Никита во время, как смотрел на программу, сказал: интересно. Да, значит, действительно. ребята И смогли я надеюсь, удивить. что покажут этот момент. Этот момент вот в дорожке шагов был в параллельной. Очень интересно после элемента. Я точно не скажу, какого. Вот они в такую петлю с затяжкой вышли. Было действительно хорошо. Ну, дальше, когда началась обязательная часть ритм танца, вот на мой взгляд, это было не очень хорошо исполнено ни по музыке, ни по реберности, ни по объему этих движений и дуг. Вот. Ну, что на самом деле и сказалось на их уровнях. Второй уровень поставили. Вот он, этот момент. Да. Красиво. Хореографический. Мне показалось, что вот что во вращательной поддержке во время захода, перед тем, как он начал вращать, что-то произошло. Он остановил вращение, и вот как бы заново ему пришлось этот форс набирать. Может быть, поэтому тоже третий уровень поставили. Вот здесь вот как раз. Вот он прям в зубцы видно было встал. И даже по продвижению по площадке видно, что что-то пошло, возможно, не так. Но молодцы, что на самом деле все доделали. И бывают такие прокаты, когда нужно бороться через силу, а не когда все идет как по маслу. Поэтому молодцы. Ну, еще им Quickstep оценили в базу, в базовой оценке без единого уровня, потому что там была совершена ошибка. И таким образом они за нее за Quickstep совсем мало баллов получают. И по итогу 48-59 это на данный момент третье место. Выступление первой группы Завершают эту группу своим катанием Евдокия Крючкова и Артем Мякишев из Москвы, где они тренируются у Ирины Жук, Александра Свинина. На льду их представляет Анна Шпилевая. Снова Макарена и I Like to Move It.
Из Москвы Евдокия Крючкова, Артем Мякишев. Высокие, статные такие фигуристы, очень-очень изящные, да, еще в 17 лет, ребята, масса придет, безусловно, и при таком росте, наверное, это будет выглядеть вообще шикарно. Ну и как рычаги работают? Работают, видна, конечно же, работа Ирины Жук, Александра Свинина, как всегда. У них тоже всегда определенный, узнаваемый стиль, да, и, как вот ты сказал правильно, ребята высокие, статные. И на самом деле хочу отметить, что в достаточно хорошей форме находятся, уделяли достаточное количество внимания абсолютно всем элементам в своей программе, относились с уважением к каждому шагу. И, на мой взгляд, вот обязательная часть получилась из этой разминки пока что лучше всех. И когда нам покажут, можем поподробнее разобрать. Ну, в целом передали настроение, достаточно хорошая скорость была, все элементы были достаточно хорошей скоростью выполнены. Вращательная поддержка даже вызвала хорошую реакцию у зрителей, те, кто находится на трибунах сейчас в Красноярске. Ну, я думаю, что они должны быть довольны этим прокатом. Оригинальное начало хореографическое, все очень симпатично. На хорошей скорости сделали твизлы, близко друг к другу. Хороший выход сразу в скорость, сразу в связку шагов. Хорошая легкая поддержка, легкая, я имею в виду, исполнена, да, в исполнении легкая. Во время захода он не прерывал свое вращение, закинул ее на плечо, как ни в чем не бывало, и дальше еще ускорился, аккуратно поставил свою партнершу, потому что это для нас, конечно, самое важное и самое ценное. Но при таком росте, тем не менее, вот она как перышко буквально на него взлетает. Это выглядит очень эффектно. И не мудрено, у них первый результат среди всех выступивших пар 56-70, и они лидируют. На лед приглашаются танцевальные дуэты второй группы. Мария Иванова, Кирилл Лихачев, Москва. Валерия Бугайская, Егор Козлов, Санкт-Петербург. Влада Бердникова, Матвей Шипилов, Москва. Диана Арнет, Ярослав Черняев, Санкт-Петербург. Сандра Давыденко, Игнат Пахомов, Москва. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования третьего юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию на льду. Юниоры, которые сегодня радуют нас ритм-танцем в стиле 90-х, в настроении танцев и какого-то праздника, за которым мы так любим танцы на льду. На льду уже следующая группа участников. Это будет 6 пар, которые мы вам представим. Открывать будут катание Мария Иванова, Кирилл Лихачев. Еще одни ученики Ситниковой и Злобиной. Они победили на нескольких соревнованиях за последние сезоны, но в этом сезоне мы их видим уже не в первый раз. Выступали они на первом этапе, там заняли пока 7-е место. Их тренер Алексей Ситников на ваших экранах. Есть к чему стремиться. В ярких
я бы даже сказал, феллиневских костюмах катается Валерия Бугаевская и Егор Козлов. Но мы понимаем, что эта программа не Феллини в любом случае, а что-то из 90-х, потому что это жесткая установка в танцах на льду, ритм-танец только в этой стилистике. Можно выбирать музыку только из 90-х, и в том числе можно использовать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом в стиле 90-х. Такое в правилах тоже разрешено. Но никакие другие года не приветствуются. Влада Берникова и Матвей Шипилов, еще одни ученики Крыловой и Алексеевой из Москвы. Выиграли в этом году они соревнования... серебряную медаль получили на соревнованиях памяти Серебровского. Но в остальном пока мимо пьедесталов. Но вместе они откатались только один сезон. Надо двигаться вперед. Диана Арнет и Ярослав Черняев из Санкт-Петербурга, Академия фигурного катания. Еще одни ученики Анны Пострыбайло. На первом этапе Гран-при среди юниоров они были 6-ми. Поэтому, если вы следите за нашими трансляциями, можете помнить их яркий танец. И в завершении этой группы Сандра Давиденко и Игнат Пахомов. Это уже, в свою очередь, школа Медведкова, в которой работают Светлана Алексеева и Елена Кустарова. Вот теперь и эти тренеры в деле на этом турнире. Елена Кустарова на ваших экранах. А вот я обратил внимание, что в правилах написано, что ритм-танец должен быть не менее 120 ударов в минуту. Как спортсмены относятся к ритму, который выставляют в начале сезона? Это, как бы все равно, сколько там ритм поставлен? Или все-таки 120 это высоко, низко? Ну, во-первых, правила есть правила, и если ты хочешь выступать на соревнованиях, ты должен им следовать. У нас есть промежуток, я не знаю конкретно, вот как в этом году, честно говоря, там есть промежуток в 20 бит, и ты должен, вот слышишь ты музыку, под которую ты хочешь выступать, и по ритму, например, она подходит под румбу вот в этом году. Но она медленнее, и у тебя есть право ускорить эту музыку. Да, прям берешь композицию и немножечко ее ускоряешь в компьютере. Абсолютно так. До правильного количества BPM или наоборот занижаешь до того момента, пока это не будет так, как нужно в коммюнике прописано на текущий сезон. На самом деле это абсолютно уже давняя практика, все с этим свыклись, и на самом деле на слух можно иногда понять, что композиция там какая-то классическая, которую ты... Я не имею в виду классику, там может быть какая-то музыка, которую вы знаете, всегда какая-то песня, она немножко-то или замедлена, или ускорена, но на самом деле должно быть все так, чтобы это, конечно же, не резало сильно слух, потому что песню, которую знают все, испортить тоже, будет нехорошо. Вот. Поэтому нужно выбирать все с умом, все сбалансировано, чтобы все четко было, чтобы, так сказать, показать свою мысль и свою идею. Еще и танец обязательно под нее скатать. Но уровень команды в том числе всегда виден по тому, не только как подобрана музыка, но и как она смонтирована. Поэтому, Абсолютно конечно, у вас точно. в фигурном катании там целая толпа людей, которые обеспечивают выступление вот этих вот красавцев, которые на льду собирают все аплодисменты. А мы будем стараться вспоминать и о тех, кто работает, что называется, за кадром. Мария Иванова, Кирилл Лихачев. Проводил их на лед Алексей Ситников. Дал заключающие установки Keep on Running и Here We Go. И их ритм-танец. Поехали.
отработали супергеройскую тему в своей поддержке, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, почему они в таком мультяшном наряде, что называется. У всего есть свое объяснение. Их программа — это практически комиксы, получается, если так смотреть на кинематограф. Ну, на мой взгляд, согласись, выдержали стиль 90-х, который предписан. Вот что-то в этом было. Я вот поймал себя на мысли, что смотрю программу, и на самом деле смотрю программу и улыбаюсь в хорошем настроении. Поэтому за это респект ребятам. Вот что касается техники, вот мне показалось, может быть, показалось, что сначала был 3-й уровень по партнерше. Вот как раз Под Визлом? Под Визлом. Вот Да, сейчас и у давайте судей посмотрим. ставили 3-й, а потом пересмотрели, поставили Пересмотрели. 4-й. Давайте посмотрим. Судьи технической бригады, в смысле. По-моему, все было неплохо исполнено. По румбе и по квикстепу ребята получают уровень 2 и уровень 2. Было неплохо. И в интересной позиции в чектау, который находится в обязательном танце румба, они поменяли позицию из кильяна на другую его вариацию, что смотрелось интересно. В правилах это сделать можно, потому что это все тот же кильян, но другая его вариация. Поставили ногу достаточно широко в чектау. Ну вот так им удобно, так они видели. И следующая тройка была тоже исполнена неплохо. Чектау, который был в квикстепе, на мой взгляд, все-таки был узко поставлен и не такой реберный был. Ну и за обязательные танцы совсем мало плюсов поставили ребятам. Их результат на данный момент 2-й. Егор Козлов, Санкт-Петербург. Валерия Бугаевская и Егор Козлов из Санкт-Петербурга, где с ними работают Елена Соколова и Кирилл Алешин. Something to tell you. I've got news for you.
очень ярко и отчаянно, я бы сказал, катаются Валерия Бугаевская и Егор Козлов. Надо отметить, что Егор в этой жизни еще и успел повыступать в бальных танцах до перехода в фигурное катание. Поэтому танец — это вся его жизнь. Что еще осталось попробовать? Значит, бальные есть, танцы на льду есть. Что следующее? Наверное, фигурное катание на водных лыжах. Молодцы. Не, ну правда ярко. И они задали нам какой-то эмоциональный такой фон для нашего дальнейшего комментария. Нам понравилось. Интересно было за ребятами наблюдать. Действительно, такие яркие образы, необычные костюмы. И, до того, как заиграла музыка, было ощущение, что какой-то, может быть, у них тема какая-то «Цирк дю Солей» должно быть или что-то такое. да-да-да, Но на похоже самом было. деле это, да, дискотечная такая тема была. По итогу имеем то, что ребята, вот, на мой взгляд, первую половину программы очень бодро отъехали, очень хорошо сделали параллельную дорожку, которая у них стоит в первой половине программы. По тому, как они исполнили элементы, конечно, у судей и технических контролеров были вопросы, так как по уровням, естественно, это 2-2, и значит, что было не чисто, не глубоко, и не достаточно качественно были исполнены повороты, но на самом деле очень-очень не близко проехали от начала до конца, что на самом деле так и должно быть, и это очень хорошо. И во второй половине программы, на мой взгляд, они немножко потухли, не хватило как будто им такого заряда. Хочется еще отметить вот последнюю вращательную поддержку. Вот она как раз ее нам показывает. Немножко тяжеловато был сделан заход, но очень интересная поза и быстрое вращение в продвижение. Тяжеловато, а мне вообще показалось, что она как впрыгнет на Закинули, вершину. да. Ну, классно, что... Ну, то есть до разное того, мнение. оно было тяжеловато в самом начале, когда они только собирались выезжать, или когда в тот момент, Нет, когда она вот- поднималась вот наверх, тоже было тяжеловато? Именно вот в момент захода. В начале. Да, в самом Захода, начале. всё, Как понял. только она пришла вот наверх, она была очень хорошо исполнена. Ясно. Ребята занимают 6-е место с результатом 48-16. На льду Влада Берникова и Матвей Шипилов, еще одни ученики Анжелики Крыловой, олимпийского призера. И вместе с ней работает с этими ребятами Людмила Алексеева. Тренер довольно-таки молодой, но уже работающий с большим количеством пар. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right upside down. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Streets back, alright. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Am I the only one? Am I sexual?
Ну, вот эту хореографию мы прекрасно помним по первому этапу Гран-при. Хорошее настроение. Влада Бергигова, и, Матвей Шипилов. One More Time, Baby намекает на то, что нужно еще раз за разом прокатывать и прокатывать, работать и работать, да? Очень точно сказал. На самом деле динамичная очень программа. Вот у меня сейчас ощущение, что я вообще не дышал. Вот, а мне хотелось немножечко глоток воздуха. Такое ощущение, что перенасыщена вот программа была. Но ни в коем случае это пока что не к постановщикам, это как раз к исполнителям этой программы, потому что я сам по себе вот это вот сейчас говорю, что когда программа еще не вкатана и не накатана, в ней нету вот моментов, как это правильно сказать, вот где ты меняешь ритм в программе, не все одинаково, вот монотонно в одном ритме от начала и до конца, а вот где ты перебиваешься, где-то ты остановился, наоборот, сделал что-то помедленнее, и потом дальше еще раз начал зажигать, поехал в полную силу, в полный активити свой. Ну вот, здесь было ощущение, что от начала и до конца вот мы все проехали в одном таком Чуть монотонно, вот как мне показалось. Но я думаю, что это связано с тем, что еще просто, конечно же, нужно тренироваться и катать это еще и еще. Вот как ты, Василий, сказал, совершенству нет предела, мы все этого знаем. Проехали достаточно чисто, но, к сожалению, пока что мы не видим хороших, качественных и на дугах обязательных танцев. Мы очень надеемся, что нам покажут, и мы обязательно обсудим то, к чему я вас, дорогие зрители, хочу всех приучить даже через экран. За чем мы, за вкусной дугой мы хотим наблюдать, как она выглядит. Ну вот и получается, что румба оценена в базу, и совсем из-за этого невысокая оценка у этой секции шагов. Так же, как и в параллельной дорожке, и по девочке, и по мальчику. Уровень 1, это говорит о том, что нету реберности, нету качества поворотов у ребят пока что. Это все нарабатывается годами. На самом деле этому нужно уделять всегда наивысшее в танцах на льду внимание, так как это влияет не только на твои повороты и уровни, а на качество твоего катания в целом под абсолютно любую музыку и под любой образ. Из Санкт-Петербурга Диана Арнет и Ярослав Черняев. 6-е место на первом этапе Гран-при среди юниоров в Москве, которую мы вам демонстрировали, казалось бы, вчера. Но уже прошло 3 недели, а ребята снова на льду. Персональный спутник.
you a little tight, and you don't want that. Диана Арнет и Ярослав Черняев, недавние призеры этапа Кубка Федерации Санкт-Петербурга, где они взяли серебро. Ну, как минимум один раз они заставили нас ахнуть своей максимально воздушной поддержкой, такой тонкой, как будто бы она существует вот в воздухе, а не партнер поднял партнершу, и они куда-то поехали. А как будто вот эта фигурка, она вращается вот в какой-то вне зависимости от невесомости. Действительно, очень... От притяжения от невесомости. Да, действительно, очень красивая и необычная поза была в поддержке, и при этом он еще очень быстро вращал свою партнершу. Но вот в конце хочу... На самом деле ехали неплохо. В конце так хотел наружный крюк сделать в параллельной дорожке хороший, что остался без крюка вообще. Вот хвалил я, сидел румбу, это было неплохо. Не то, что прям сверххвалил просто. Ну, на третий уровень смотрел на дуги. случилось. Да, и потом мы увидели квикстеп, который сначала шел на базовый уровень, все-таки поставили уровень 1. Вот не хватает, видимо, на целый круг ребят, потому что квикстеп у всех хромает. Ну, это все зависит опять от количества и качества тренировок. В остальном, на самом деле, ребята обращали очень много внимания всяким фишечным движениям в своей программе, и интересно и очень сложно выполнены твизлы, потому что они были без подстановки второй ноги, то есть они делали первые 5 оборотов, перетяжку, выкрюк задний, и с этой же ноги, не подставляя, начинали свой второй твизл. Исполнили они очень хорошо, получили по нему 4-й уровень и по партнерше, и по партнеру. Ну, плюс надбавка. Смотреть балл за ними, 12. да. Смотреть за ними было интересно. 53-42, и на данный момент они 5-е. Выступление второй группы завершают Сандра Давыденко. В завершении группы Сандра Давыденко и Илья Пахомов. Четвертыми они были на Гран-при России в Москве. Посмотрим, чем их нынешнее выступление будет через 3 недели отличаться от прежнего. Let's go. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, they're totally crazy. Looking at my lady. Men shirt, short skirts. Really go wild, doing that in style. Get in the action, feel the attraction. Cover my head, do what I dare. Wanna be free, yeah, feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Can you feel it? Come on, baby. I feel like a woman. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't defame, play us right. You know he really doesn't care anyway. Gotta play that feel and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs one piece of. Hey, hey, do that brand new thing. Hey, hey, do that brand new thing. The world needs one piece of. The world loves one piece of. Let's get some more one piece of. Hey, hey, do that brand new thing. Очень эффектное завершение, яркое, эмоциональное, и даже кланяются они, конечно, радостно и увлеченно. Многое получилось, надо сказать. Мы, конечно, сейчас будем рассматривать это не в такую огромную лупу, как технические специалисты и судьи, но на повторах, но хорошее выступление. Мне очень понравилось. Сандра и Игнат, ученики Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, со своим очень бодрым, очень мощным прокатом. На одном дыхании было сделано, все очень отработано, все очень четко. Это что касается самой постановки. Всегда можно придраться к технической части, что и, естественно, в дорожке и в обязательных танцах, которые были сделаны оба на третий уровень. Это пока лучшие результаты из двух разминок. Я думаю, что не поставили им 4-й уровень по румбе из-за первого чиктау, потому что въезд и выезд были на хороших, на качественных ребрах, но, на мой взгляд, нога была поставлена узко. Нога должна при постановке быть примерно, если представите, 2 конька между ногами должно быть расстояние для того, чтобы это чиктау засчиталось. Но я думаю, что вы тоже видите, что ребята находятся в хорошей форме. И, на мой взгляд, пока из 2 разминок это был лучший прокат. Да, оба обязательных танца 3-м уровнем оценены. Поддержка 4-го, очень мне она нравится, очень эффектная. 4-го уровня твизлы. Все с плюсами, не с такими головокружительными, но все же. Мы в зеленой зоне, что называется. Мне кажется, им еще и очень эта музыка идет, они в ней растворились и просто кайфовали, проживали ее, наслаждались. Молодцы. За ритмический танец дуэт Сами набирает довольны. 59-32. Первый результат на данный момент. На данный момент первое Ребята место. с удовольствием друг друга поздравляют, передают приветы. Объявляется технический перерыв для подготовки льда. После заливки льда мы встретимся с вами для того, чтобы посмотреть 3-ю группу участников в соревнованиях танцевальных пар. На лед приглашаются танцевальные дуэты 3-й группы. Анна Белилина, Дмитрий Кашаев, Москва. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Полина Филипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Москва. Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин, Московская область. Елизавета Малеина, Матвей Самохин, Московская область. Разрешена разминка. Третья группа участников в танцах на льду на ваших экранах. Ритм-танец сегодня в режиме
ностальгии по 90-м. И это Гран-при России среди юниоров. Уже третий этап. Время летит. Спортсмены в третьей группе, безусловно, посильнее. Интересно будет наблюдать за их катанием. Ну, посмотрим, как относительно Сандры Давиденко и Игната Пахомова, которые на данный момент лидируют в этих соревнованиях, распределятся участники, находящиеся на льду сейчас. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, да, ученики серебряного призера Олимпийских игр Анжелики Крыловой и ее напарницы по тренерской работе Людмилы Алексеевой. Серебряные призеры мемориала Коломенкина, серебряные призеры первенства Москвы. Эти ребята откроют соревнования в третьей разминке с музыки Рики Мартина и Дженнифер Лопес. Какой будет у нас с вами ритм в третьей группе? Милана Жавина, Вениамин Башуров. У тренерского бортика Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева находится с этими ребятами. Обычно вот она на ваших экранах. Под музыку Таргана и Киркорова будут кататься ребята. Победители первенства Москвы среди спортсменов категории кандидат в мастера спорта в сентябре. Так они стартовали. И потом выиграли еще и мемориал Ирины Рабер. В общем, такая тоже пара крепкая, с пьедестала нисходящая. Посмотрим, что будет здесь. На ваших экранах Светлана Львовна, Елена Кустарова и Олег Исаакович Судаков. Они тренируют Полину Пилипенко и Владислава Михайлова, выступающих за Самарскую область. Вслед за ними выступают Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Это уже Одинцово, Московская область. Екатерина Рязанова, Алексей Горшков, Ксения Конкина их тренируют. Призеры первенства Московской области пристально за ними наблюдает Екатерина. Столько молодых спортсменов, точнее молодых тренеров, которые совсем недавно были спортсменами, находятся у бортика. И от этого картинка становится максимально красивой, цветастой и впечатляющей. И в завершении группы Елизавета Малеина и Матвей Самохин тренируются у родителей Матвея, Дениса Самохина, Марии Боровиковой, Московской области на стадионе имени Ляпкина, олимпийского чемпиона. В Красноярске в прошлом году пара выступала наилучшим образом, даже установила рекорд юниорского гран-при. Любят они, значит, этот лед, приезжают сюда каждый год. Ну что, третья разминка и заключительная разминка сегодня обещает быть очень интересной. Пары все сильные. Вот наблюдал я за пятиминуткой, пока Василий представлял вам пары и рассказывал подробную информацию о них. И вижу, как все заряжены, как публика уже разогрелась, как судьи разогрелись и размялись вместе со спортсменами. Поэтому с большим нетерпением очень скоро мы начнем наблюдать эти энергичные танцы. А как тебе вообще стиль 90-х в юниорском ритм-танце? Ну, как-то... Тебя вообще лично эти 90-е как-то волнуют? Или для тебя это как такой детский сон? На самом деле, вот наблюдать за этим очень интересно. Да и в целом важно уметь
Я думаю, что важно уметь переключаться и уметь работать с разными образами, с разными стилями, с разной музыкой. Но могу сказать, что я соскучился по какой-то уже классике, какого-то танго, какого-то вальса. Хочется вот классические образы. И чтобы у девочек вот такие вкусные, богатые, дорогие платья были, на мой взгляд. Костюмы — это 50% успеха. Вообще этот образ пары на льду, он вот должен быть сразу вкусный с первого шага на лед, с первого выхода. Устал от дискотеки? Устал от дискотеки, Но признаюсь. будет и на твоей улице праздник, я уверен. А пока танцы 90-х продолжаются, и Анна Беливина, и Дмитрий Кашаев под Рики Мартина и Дженнифер Лопес свой ритм-танец представляют нам. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Here we go. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up. Let's do it. Come on, people. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. If you wanna live your life, live it all the way and don't you waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet. You gotta taste it. You gotta do it. You gotta prove it. Come on, you know what we're here for. Do it. You gotta prove it. Prove it. Be what you say. You gotta do what you wanna do. Say what you wanna say. Go where you wanna go. Just do it. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. Здорово поработали над созданием этого танца в группе Крылова-Алексеева. И еще у них постановщиком работает Григорий Смирнов. И много было интересных переходов. И мы даже на твизлах ахнули немножко, в хорошем смысле этого слова. Яркая, увлекательная программа открывает третью группу участников. Очень хорошо, молодцы, очень хороший прокат короткой программы. Ничего не боялись, танцевали с настроением и, самое главное, катались. Ребята мне очень нравятся, я их уже много раз видел, и приятно наблюдать за тем, как они улучшаются. В этом сезоне я их вижу в первый раз, и могу сказать, что они сегодня справились со своей короткой программой. Очень интересные транзишены, в скобках, переходы между элементами. Вообще программа смотрелась на одном дыхании. Вот это неожиданно, даже начало неожиданно. Начало, Я правда. думал, сейчас партнерша будет переворачивать. Нет, Да, все очень, наоборот. очень сложный и интересный переход вот здесь, когда они после первого твизла ушли в самый-самый низ.
Я, честно говоря, не уверен, насколько это нужно для правил. Скорее всего, это они работают на плюсы, но, тем не менее, это было хорошо, впечатляюще. Не показывают нам вот этот самый важный угол, это кейпоинт, но по наклону корпуса и верхней части ног было видно, что они сделали эту тройку хорошо. И я смотрю в таблицу, поставили им 4-й уровень по румбе и 3-й уровень по квикстепу. Ну, посмотрите, буквально в каждом переходе и даже в дорожке шагов все время какие-то интересные трюки, интересные придумки делают ребята. Это дорогого стоит. Да, вся программа у них в зеленой зоне. Твизлы почти балл плюса получают. Я бы поставил больше. Ну, слава богу, что я и не судья. Классно. За ритмический танец дуэт И, набирает как мы видели, 61,47 Анжелика Крылова была балла. очень довольна, На встречая данный их. Они момент получают первое 61 балл место. 47 сотых и на первом месте. Ритмический танец представляют На льду Милана Жабина и Вениамин Башуров. Москва. Их ритм — это Таркан и, как вишенка на торте, Филипп Киркоров. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Gel bana sahici, sahici. Yalancı gidersin. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Пройду босой до звездам. Для нее, для одной я сейчас детей соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю поутру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю поутру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой до звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой до звездам. Самая та песня лета, самая. Салма, ты самая та песня лета, самая. Там у причала песня звучала. Кафе, кафе, кафе. Ты танцевала, ты напевала и повторял след. За тобою шум прибоя. Самая та песня лета, самая. Салма, ты самая та песня лета, самая. Самая та песня лета, самая. Салма, ты самая та песня лета, самая. Салма, ты самая та песня света, самая. Салма, ты самая та песня лета, самая. Милана Жабина и Вениамин Башуров немного
ну, да не немного, а, конечно, расстроены, при том, что их программа была очень любопытная, Милана в отличие Жабина, от всех, кого мы Вениамин видели, Башуров. поставили ребята обязательные танцы, ну, ребята вместе со своими тренерами, хореографами поставили обязательные дорожки в последнюю очередь, во вторую часть программы, и на это в том числе был расчет, на их шикарное выполнение, но до них еще нужно было, что называется, доехать. А в тот момент, когда мы уже начали восторгаться с Никитой тем, как близко выполняются твизлы, тут-то все и посыпалось. Милана Жабина и Вениамин Башуров, запомню, пожалуй. Рыжая вообще жгучая была и от начала и до конца передавала нам прям хорошее такое дерзкое настроение, танцевальное, и Так при вот, этом еще и катались. Отнимет у Бестемьянова еще и звание бестии. Посмотрим, все впереди. Мне было радостно смотреть за тем, как ребята внимательно следят за шагами в дорожках и за кейпоинтом в обязательном танце, конечно, в дорожку, чтобы получить 4-й уровень. Это нужно сделать это максимально идеально, и каждый элемент должен быть просто эталонным. Здесь, конечно, не вышло получить 4-й уровень, но тем не менее ребята очень старались, давили в лед на ребрах, все делали это близко. Вот нам как раз моментик показали, и очень хорошо проехали обязательную часть. Вот сейчас только что за квикстепом, правда, снизили 1 уровень, но за румбу они получают свой уверенный 4-й уровень. И в целом, да, выбор музыки необычный. Я на самом деле смотрю программу впервые и готовился к тому, как будет выглядит эта программа, но все было очень-очень гармонично. Ребята молодцы. Мне кажется, что когда у ребят еще получатся все элементы, и это будет более вкатано, то там еще и юмора добавится к этому прокату, очень яркого представления. Сейчас немножко сдержаны, расстроены, но ничего, успеха им. Тем не менее, 60 баллов, они вторые. Ритмический танец представляет Полина Пилипенко, Владислав Полина Михайлов. Пилипенко, Владислав Выступают Михайлов. они за Самарскую область. Москва. Их тут в том числе представляет Олег Судаков, а их тренеры основные — это Светлана Львовна Алексеева и Елена Кустарова. Знаменитая команда. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you
тоже в ярчайшем стиле представили свою программу Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Ну, в качестве справедливости нужно сказать, а то мы столько слов уделили цвету волос Миланы Жабиной. Нужно и про Полину тоже Еще одна сказать. рыжая Еще одна, красотка. да, рыжая красотка. Все блондинки напряглись сейчас, да. И брюнетки. Ну нет, ну действительно, вы же, дорогие друзья, тоже видели, насколько ярко, насколько хорошо и Милана, и Полина вот передают эту свою вот, наверное, дар природный, вот такой вот жгучий, и выбирают такие музыки, в котором им комфортно, и образ полностью соответствует. И, в общем, мы получили удовольствие, да? Да, в прошлом году на красноярском турнире заняли они 4-е место. Вот следим за их шагами дальше по сезонам. Представляют они, еще раз скажу, Самарскую область и Москву. Ну и Let's Get Loud. Хорошая программа, абсолютно в стиле. Это больше, наверное, латино. Ну, я думаю, что ребята, когда выбирали музыку, они все лучше меня знают, что это 90-е. В любом случае, для меня 90-е это в основном выбирают все такой дискотечный вариант. И в паре раз мы услышали уже в этом сезоне музыку Offspring. Но еще раз, все было гармонично. Классные, ничего лишнего костюмы. Ну и самое главное, конечно же, это, как всегда, наша техническая сторона здесь. Немножко разошлись на твизлах, но это не помешало ребятам получить 4-й уровень. Исполнено было на хорошей скорости, достаточно близко. Ну, партнерша-то 3-й. Практически. Извиняюсь, да. Наверное, поменяли. Да. Вот, 4-й уровень получили по румбе, 3-й уровень получили. Одного кипоинта не хватило по квикстепу. Дорожка шагов, кстати говоря, наверное, на сегодняшний день это, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, самый высший Да, 2 оценки. балла почти надбавки, и 4-й и 3-й уровень. Прокат удался. То есть они на дорожке 10,5 баллов получают на одной только, что, конечно же, помогает набрать то количество баллов, которые вы видите на экране. Это 63-75 на 2 с лишним балла опережения Билибина и Кашаева. И как минимум 3-й результат после ритм-танца — это заявка на пьедестал, да, по сравнению с предыдущим сезоном. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Как раз вот ученики Екатерины Рязановой, Алексея Горшкова. Екатерина их провожает на лед. Московская область Одинцова. Ну и Бомфанк МС представляет фристайлер в их ритм-танце. Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 1999 in
Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин из Московской области. Такие молодые ребята, пока, мне кажется, не до конца определившиеся, как вот в каком образе они должны себя зарекомендовать, чем запомниться. И немножко он расплылся и в ритм танца. Они были сосредоточены, вот только непонятно на чем, на качестве исполнения своих элементов или друг на друге. В общем, ощущение было лично мое такое, что что-то им вот некомфортно во время программы. На самом деле-то катались неплохо. Я вот, опять же, мое личное мнение, не понял я сам образ, вот цельный образ программы, я имею в виду постановку совместно с этой музыкой. Немножко было ощущение, что музыка играет фоном, и ребята на ней делают какие-то шаги. То есть я... Ну вот ищут. Ну, я уверен, что найдут, да, опытные тренеры, потрясающая точно. команда. Ну и не так-то много они катаются, один сезон откатались, найдут. А я и ничего на самом деле плохого и не говорю, я просто честен и со зрителем, и с ребятами, и с тренерами. Надо шанс давать всегда всему, и я ничего плохого про программу не могу сказать, говорю лишь только свое впечатление в целом, потому что потенциал этих ребят для меня виден, возможно, я их вижу в каких-то более, других, может быть, образах, в этом ничего нет страшного. Вот для меня, как профессионала, важно было смотреть, насколько, опять же, они уделяют вот внимание таким вещам техническим, как дорожки, Да, как они на дорожке реберность, как получили хорошие баллы, кстати. Хорошие баллы. Третий в целом очень неплохо. И дорожка была сделана близко, на большой скорости. Она шла у них первым элементом, что, естественно, дает тебе большое преимущество. Ты можешь показать на свежие силы хороший поворот. Румба тоже была выполнена на 4-й уровень, поддержка на 4-й. В общем, получают очень хорошие оценки. Не согласны со мной? Ну вот, а представляешь, если бы еще и добавить представление к этому, да, получить не 27-59, а побольше, так можно было бы обогнать своих соперников еще больше. Елизавета Малеина, Матвей Самохин. Катаются они под музыку Серджио Мендес и Малагенья. Vem, Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Aquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e tanta filha pra criar. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Vem, Magalenha, Rojão, traz a senha pro fogão, TT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem, Magalenha, Rojão, traz a senha pro fogão, TT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem, Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de cordão, é curtir o verão.
бразильский, зажигательный, увлекательный Магаления в исполнении Грегора Сальто. И это, конечно, катание такого уровня, от которого дух захватывает, и оценки в судейском протоколе, который находится на наших экранах, вспыхивают сплошными четвертыми уровнями, ну, за редкими исключениями. Это и такого количества плюсов мы не видели, конечно, за весь сегодняшний день. Елизавета Малейна и Матвей Самохин, конечно же, их тренер Мария Боровикова и Денис Самохин зарекомендовали уже себя как сильную пару. И, на мой взгляд, они, конечно же, являются лидерами, одними из лидеров. Продемонстрировали нам очень уверенный, очень стильный и достаточно хорошо технически оснащенный прокат, за что, я думаю, получит сейчас очень хорошую и высокую оценку. Очень понравилось, с какой энергией они катали прокат сегодняшний, и насколько много хореографичных, вот не только сложных трюков, но и простых движений руками, тех, которые как раз-таки и дают нам вот легкость этого образа и настроение передают нам вот в данном случае через экран. Конечно, повезло больше тем, кто сейчас находится в Красноярске на трибуне, но тем не менее даже через экран мы чувствовали эту энергию. Очень на хорошей скорости и шикарно параллельно сделали твизлы ребята, состоящие из 3 фаз. Получили за них 4 уровня. Вот посмотрите, какие глубокие ребра. За это и ставят 4 уровень по кипоинту. Причем поначалу там судьи, все-таки техническая бригада немножко сомневалась, были какие-то пересмотры, и 3 уровень где-то там в начале. По румбе 3 все-таки уровень поставлен, да, под визлом в итоге 4, и в дорожке шагов 3 у партнерши получился. Но, тем не менее, это все очень высокие оценки. Самое главное, что на плюсах 2,5 балла, почти 3 балла на дорожке. Это очень много, прям на порядок выше, чем у их потенциальных соперников. И они набирают на 6,5 баллов больше, чем ближайшие преследователи Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Ну, надо сказать, что Денис Самохин и Мария Боровикова такие были сдержанные тренеры на встрече спортсменов со льда. Так, мне кажется, не фонтанировали эмоциями. Это все правильно, потому что завтра впереди. катать произвольную программу. Именно. И на этой произвольной мы с вами обязательно увидимся вновь. А на данный момент Василий Соловьев и Никита Коцалапов прощаются с вами. Большое спасибо, Василий. Спасибо. Большое спасибо, дорогие слушатели, дорогие зрители и любители фигурного катания. Увидимся на произвольной программе завтра. Бой на тренировку, в машину, в поход. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в город Красноярск, в Ледовый дворец «Кристалл-Арена» на всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Красноярье». Через несколько минут мы начинаем наши соревнования. На лед выйдут спортивные пары с короткой программой. Просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончанию их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Владимир Захаров, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1
Элина Вагнер, Сочи. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Регина Трусова, Казань. Судья номер 4 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 5 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Наталья Китаева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Руслана Карева, Москва. На лед приглашается первая группа спортсменов. Дарья Самохвалова, Роман Романовичев, Пермский край. Софья Звездина, Дмитрий Шеремет, Санкт-Петербург. Альбина Камалдинова, Степан Маришин, Санкт-Петербург. Алиса Горбунова, Георгий Павловский, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Соревнования по фигурному катанию на этапе юниорского гран-при в Красноярске продолжаются. И это спортивные пары на льду. Вы, конечно же, сразу поняли, что это спортивные пары, потому что скорость, потому что мощь — это все то, что присуще этому виду спорта. И на комментаторской позиции я, Василий Соловьев, приветствую мощного и спортивного, двукратного олимпийского чемпиона Максима Тронькова. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания, парного в частности, моего родного, любимого вида фигурного катания. Представляем вашему вниманию спортсменов, которые будут участвовать в первой группе. Всего у нас 8 пар сегодня. И это похвально, а то мы периодически не досчитываемся количества пар. Хочется, чтобы их было больше. Вид спорта сложный, но что ж поделаешь. Степан Коротков тренирует пару из Перми, Дарью Самохвалову и Романа Романовичева. Они будут открывать эти соревнования, а вслед за ними на льду Ольга Звездина и Дмитрий Шеремет. В свою очередь, это уже Софья Звездина и Дмитрий Шеремет. Это, в свою очередь, уже питерские спортсмены, которые тренируются у Татьяны Миновой, Александра Зварыгина. Школу «Звездный лед» они представляют. На первом этапе юниорского гран-при они заняли 6-е место. Будем следить за их прогрессом. Татьяна Евгеньевна на ваших экранах. Альбина Камалдинова и Степан Маришин. Это также питерский лед, но уже школа Тамары Николаевны Москвиной. И тренирует их Артур Минчук, Николай Морошкин. На турнире Панина Коломенкина в этом сезоне они заняли 2-е место с результатом 160 баллов. Недавно образовавшаяся пара. Будем следить за их дебютом. Ну и 4-я пара. Алиса Горбунова, Георгий Павловский. Также ученики Татьяны Миновой и Александра Зварыгина. Также «Звездный лед».
Они на этапе Гран-при в Москве были 5-ми. Чего ждем от юниорского катания в короткой программе? Ну, честно говоря, юниоры нас порадовали на предыдущих 2 этапах в Москве и в Магнитогорске. Те разминки, которые мы называем в фигурном катании сильнейшими, да, катались действительно очень здорово и порадовали нас даже больше, чем взрослые пары в том же Магнитогорске, потому что там произвольная программа, конечно, была не лучшим образом исполнена спортсменами-парниками, а вот юниоры катаются просто здорово в этом сезоне. В этой разминке сразу 2 пары уже второй свой этап будут катать. В Москве выступали 2 петербургские пары. Это ученики как раз Татьяны Миновой. Ну, а на наших экранах Артур Минчук со своими спортсменами Альбиной Камалдиновой и Степаном Маришиным. Артура тоже представлять лишний раз, наверное, уже не нужно. Известный специалист, известный по работе с Байковой Козловским, с Мишиной Галямовым. Очень грамотный специалист. Вот как раз одни из тех, кто уже второй свой этап будет. Даже программа мне запомнилась. Это саундтрек к «Кунг-фу Панда», по-моему, к мультфильму. Так и есть. Ганса Циммера. Да, поэтому по костюмам я уже отличаю ребят. Не очень у них получилось выступить на первом своем этапе. И вот мне хочется пожелать ребятам, чтобы второй этап у них удался. Чтобы не было серьезных срывов и ровно прошли эти соревнования спортсмены. Какой слаженный Очень акселечек. интересный, да, это, кстати, очень интересная пара Камалдинова-Маришин, потому что они образовались уже после контрольных прокатов юниорских, которые были в конце лета, осенью. И после этого сделали рокировку вместе с Марьей Николаевной Артур Минчук, и вот создали этот дуэт. То есть, в принципе, ребята не так давно вместе катаются. Вот интересно, как за такой короткий срок можно соединить 2 людей и показать результат. Поэтому обратим на них внимание. Ну, когда соединяются спортсмены более-менее опытные в новую пару, понятно, что они умеют делать те элементы, которые они делают порознь, ну, грубо говоря, да, там, прыжки и так далее. А вот что самое важное в притирке для новой пары в исключительно парных элементах? Темп. В парных элементах очень важен темп, особенно в силовых, да и высококоординационных выбросах, подкрутках тоже. Поэтому вот этот темп, который нарабатывается, бывает годами, его сложнее всего наработать. И как раз вот это и вызывает у меня интерес, потому что очень высокий уровень сейчас у наших юниоров. Прыгают сложнейшие параллельные тройные прыжки, делают четверные элементы, подкрутки, выбросы. Поэтому интересно будем наблюдать. Очень увлекательно сейчас будет, я уверен. Разминка тем временем подошла к концу, поэтому совсем скоро уже все начнется. Этот праздник спорта будет на наших глазах. И откроют его Дарья Самохвалова и Роман Романчев из Перми. Соревнования спортивных пар открывают Дарья Самохвалова, Роман Романычев, Пермский край. जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन ऐसा कहीं
जा जा रे रा जा रे पवन सन सनननन सन सनननन जा जा रे पवन सन सनननन सन सनननन जा जा रे पवन सन सनननन सन सनननन जा जा रे पवन. Дарья Самохвалова и Роман Романычев тренировались не так давно еще, эти спортсмены, под руководством Марии Самохваловой. Было это в Подмосковье, по-моему. Вот перебрались в Пермь, в одну из колыбелей фигурного катания Советского Союза и России. И сейчас там оттачивают свое мастерство. Это то, что я видел сейчас в короткой программе, это был самый неожиданный выход из поддержки, который я видел в своей жизни. Ну, действительно, интересный выход. Да, для меня он не новый, я видел подобные спуски. Но в целом вообще мне пара понравилась, потому что очень ровненькие ребята. И да, возможно, здесь они больше за опытом, наверное, приехали, потому что выброс только двойной флип. Элементы так по уровням, в принципе, неплохо выполнены. Подкрутка ладненькая, 3-го уровня была. Но в целом интересный выбор тоже музыки. Болливуд в последнее время популярен он у нас стал. И здорово, что ребята берут какие-то интересные образы с точки зрения хореографии, развиваются. Вот как раз на ваших экранах выброс. Видите, только 2 оборота, очень хорошо сделан, но пока, видимо, тройного нет. Ребята исполняют только 2. 2,5 аксель тоже параллельно, хорошо сделан. Поддержка, сложный вход с кораблика. То есть, в принципе, ребята с точки зрения техники очень неплохо обучены. И пока только так сказать, обрастают мясом. Вот как раз тот самый спуск, да, то есть без рук. Руки отпускает партнер, только ногами партнерша за шею держится. Действительно интересно. Но в целом молодцы ребята. Мне понравилось, как и по линиям ребята работают. Ножки стараются поднимать, опускать вместе. Положение тодоса очень хорошее, низкое и у партнера, и у партнерши. Все это оценивается судьями. 3-й уровень пока, правда, но, повторюсь, все-таки ребята пока только набирают эту технику, эту техническую базу. В целом, хорошие перспективы, считаю, у этого пермского дуэта, теперь пермского. Они набирают 54-81. Первый результат у нас на сегодняшний день есть. И Софья Звездина и Дмитрий Шеремет на льду. Первая из 2 представленных здесь пар звездного льда. Ну и обещанная «Кунг-фу панда» саундтрек Ганса Циммера из очень классного мультика.
Софья Звездина и Дмитрий Шеремет из Санкт-Петербурга. Ну, ребята стараются, выступают на различных турнирах, в том числе. В прошлом году даже были кое-какие пьедесталы, финал Кубка Федерации, бронза. Но простор для работы и для деятельности очень широкий. И вот вопрос, вроде бы мы видели тройные выбросы. Почему сейчас двойной, причем он заявлен в программе? Не то, что они его сейчас не сделали. Что-то, может, произошло у ребят, может, какие-то обстоятельства? Может, и стратегия. Возможно, и стратегия просто с тренером. Потому что иногда так бывает, что чуть облегчают программу спортсмены вместе с тренером и на чистый прокат делают ставку, но, к сожалению, не получилось. Подкрутка неплохая. Казалось бы, все ровненько, так более-менее чисто у этой пары, но на самом деле по уровням сложности только один элемент 4-го уровня. То есть двойной аксель неплохо выполнили, подкрутка, опять же, вот двойного уровня, вот двойной выброс, выход хороший, на жесткую ногу приземляется партнерша, да, касание льда рукой, и уже этот выброс совсем практически ничего не стоит. Тодос тоже 2-го уровня. Ну вот единственный элемент — это вот эта поддержка 5-й группы. Она вот оценена 4-м уровнем по достоинству. То есть здесь 2 оборота на одной руке и сложный вход, сложный выход. Все это было. Смена положения партнерши. То есть все черты сложности были собраны, и поэтому уровень 4. Дорожка очень меня расстроила шагов. Потому что, ну, совсем слабо было по шагам. Особенно партнер там очень много перепрыгивал поворотов, срывал твизлов. И в итоге только базового уровня эта дорожка. Конечно, оценки сейчас не будут высокими. 50 баллов. Это на 4 балла меньше, чем у пермяков. Короткую программу Альбина Камалдинова и Степан Маришин из Санкт-Петербурга. Стадион Тамары Москвиной. И кататься они будут под музыку Muse «I Belong to You». Дебютные соревнования для этой пары. When these pills get put
Ну, молодцы, с дебютом на солидных соревнованиях, этап серии Гран-при. И надо сказать, что большую часть они выполнили для зрителей, очевидно, чисто. Да? А дальше мы можем высчитывать уровни и все остальное. И там, конечно, есть где покопаться. Но вот даже по оценкам все равно все было какое-то зелененькое. Было зелененькое, но вот я смотрю... Судьи уже на повторах отметили аксель. На повторах обязательно расскажу. Но хочется поздравить ребят и Артура. Очень хорошую пару создали. Артур Минчук, в частности. Видно уровень и спортсменов, и тренеров. И, то есть достойно для клуба «Тамара Николаевна Москвиной» ребята откатали сегодня свою короткую программу с дебютом. Вот как раз элемент, который судьям не понравился. Это двойной аксель. Здесь мы видим недокрутик небольшой у партнерши, четвертиночка. И горохом так выполнен элемент. То есть сначала девочка прыгнула, потом мальчик. Но это все нарабатывается. Это вот как раз то, что я говорил во время разминки, да, что сыровато пока. Зато выброс какой очень четкий. Подкрутка была тоже неплохо выполнена. Поддержка тоже сложной 5-й группы, самый дорогой, тоже 4-й уровень. То есть парные элементы ребята точно делать умеют. Вот осталось просто скататься, где-то отработать линии, потому что вот особенно в дорожке шагов было видно, что пока не чувствуют так здорово ребята друг друга, как, допустим, через год совместного катания. Но то, что уже собирают элементы, и сложные элементы, и тройной выброс, и тройной подкрут, и поддержку, и тодос, все это, конечно, говорит о том, что будущее этой пары абсолютно точно есть, и будет интересно наблюдать за их развитием. Параллельно вращениях последним элементом 4-го уровня, то есть вот здесь уже подтянуть уровень на тодосе и прям заявка на сильнейшую разминку произвольной. Молодцы. Результат у них получается практически идентичным с их на данный момент прямыми соперниками Дарьей Самохваловой и Романом Романовичем из Перми. И так они на 2-м месте. А в завершении разминки на льду Алиса Горбунова и Георгий Павловский. Снова Санкт-Петербург, звездный лед. Из Санкт-Петербурга встречайте Алиса Горбунова, Георгий Павловский. You were my sun, you were my earth, but you didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance and made other plans, but you didn't think that they would come crashing down. Sad.
Алиса Горбунова, Георгий Павловский. Совсем молодые еще ребята, молодая партнерша. И, конечно, пока не видим мы такого катания, которое бы можно было бы назвать слаженным, к сожалению. Ну, в целом, могу сказать, что по сравнению с этапом московским, несмотря на разницу во времени в Красноярске, сегодня ребята катались как будто бы поувереннее, чем на первом этапе. Это значит, что опыт все-таки Набирается. сын ошибок трудных, да, то есть и сейчас ребята показали гораздо более уверенное катание. Пусть все так же есть сложности с выполнением выброса, с докрутами на прыжках, но тем не менее последний стартовый номер в этой разминке немножко волновался, как мне показалось. Партнер вначале так покачнулся, я даже вздрогнул, думал, только с самого начала не упади. Но потом подкрутку здорово сделал. Выброс было падение в Москве. Здесь уже 2 ноги, 2 руки, но тем не менее поборолась. Не пропускает немного партнер. Вот хочет дать ему совет, нужно пропустить партнершу вперед. Тогда она выйдет ровно, будет лететь, а не из круга. И, может быть, у нее будет больше шансов выехать. Вот. Но это как в день тренера, хочется немножко и потренировать, да. Вот. А так, конечно, тренер у них замечательный. Татьяна Минина, Кокарева в девичестве. Классная парница была в начале 2000-х. Конкурировали мы. Пара была Кокарева-Головкин. Бронзовые призеры чемпионата мира юниорского. Первенство России выигрывали ребята. Поэтому знает она прекрасно, как делать выбросы. Осталось только передать этот опыт своим спортсменам. Что она и делает. 45-12. На 8 баллов отстают от Звездиной Шеремета. Занимают последнюю строчку. И на этом первая группа участников завершила свои выступления. На лед приглашается вторая группа спортсменов. Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Юлия Филимонова, Илья Пыльнев, Краснодарский край. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования в короткой программе у спортивных пар на Гран-при России в Красноярске. Юниоры на льду. Тем не менее, как мы уже с Максимом отметили, что порой юниорские соревнования показывают нам и не только накал, но и качество в некоторых элементах повыше, чем порой во взрослых. Но всему бывают свои исключения, всегда из правил. И каждый получает по заслугам по итогам соревнований, безусловно, потому что профессиональные судьи и технические специалисты за всем этим следят. У нас на льду интереснейшие пары. Полина Сажина, Алексей Белкин, ученики Филиппа Тарасова, которого вы только что видели на экране, Дмитрия Зубнина и Георгия Пахилюка, тренируются в Хрустальном. И это, конечно, очень крепкий дуэт, который показывает высокие баллы, но не только в баллах в фигурном катании дело. Это, конечно же, что ценится больше всего, это осмысленное катание и эффектное, красивое, в стиле. Это мы еще все посмотрим, обсудим. Полина Шешелева, Егор Карнаухов. Еще одни ученики из той же школы, тех же тренеров. Ну, надо сказать, что 3 пары из 4 как раз вот работают вместе с Филиппом Тарасовым, поэтому даже лишний раз тут и останавливаться на этом
нечего. Наверное, очень тяжело вот так вот 3 пары выводить, а с другой стороны, очень приятно, потому что практически вся поляна принадлежит тебе, и достаточно только между своими распределять усилия и за всеми следить. Юлия Филимонова и Илья Пыльнев – это пара единственная здесь из другой школы, из Сочи, где работают великолепные специалисты Федор Климов, Ксения Ахантьева, Софья Евдокимова, их хореограф. Тоже очень крепкая пара, и мы ее тоже видели на первом этапе серии Гран-при. Они стали 4-ми. Вот посмотрим, как в такой мощной компании, в которой они оказались сейчас, они выступят и какое место займут. Ольга Свобода и Павел Астахов в завершении этой группы участников со своей программой «Под черную луну». Группа Агаты Кристи, конечно же, в симфонической обработке. Очень интересная программа. 2-е место Гран-при России в Москве. Этапа Гран-при России в Москве. Каково это, вот, когда все 3 пары и все твои, как ты думаешь? Глаза не разбегаются у тренеров? Ну, честно говоря, мне не знакомо это чувство, потому что я обычно точечно работал с одной парой, ну, максимум, там еще помогал Павлу Слюсаренко в олимпийский сезон, мог 2 там выводить еще, может быть, с пермяками. Или с парой из Грузии на международных турнирах тогда еще находиться. В целом сложно, особенно эмоционально, ведь тебе еще нужно свою уверенность и спортсменам передать. И когда переживаешь, что за одну пару сложно, а когда за 3, это действительно довольно тяжело психологически. Но в целом ребята очень надежные в этой группе, и я имею в виду ребят-спортсменов. Поэтому тренеру нужно только настраивать как музыкальный инструмент, буквально подкручивая какие-то рычажки, чтобы ребята здорово выполнили свою программу. Вот и Сергей Викторович Дудаков тоже присоединился к тренерскому штабу. Это тоже специалист, помогает ребятам-парникам с прыжковой частью. Полина Шешелева и Егор Карнаухов у нас являются действующими победителями первенства России. То есть это чемпионы России среди юниоров. Невероятные у них есть элементы. То есть это технически, потенциально самая сильная пара мира, не побоюсь этого слова, потому что каскады из 3 тройных прыжков делают на тренировках. 4-й выброс сделали, 4-й подкрутку делают. То есть, ну, сложнейшие флип-лутс параллельные. То есть у ребят потенциал очень и очень большой в техническом плане. Нужно прибавлять, конечно, еще теперь и во 2-й оценке, но в целом интересный дуэт. Свобода Астахов уже тоже известный дуэт и в этом сезоне, потому что уже серебро есть этапа Гран-при в Москве. Вот, видим, как Полина дорожечку отрабатывает. Все делает правильно, чтобы лучше чувствовать лед, больше уровней получить и как можно выше забраться в короткой программе. Это абсолютно новая у нас пара, такая Полина Сажина, Алексей Белкин, только узкому кругу специалистов известная. Тоже интересный очень дуэт, нужно обратить на них внимание. Ну и прекрасный выброс Оли с Пашей Свободы Астахова. Филимонова, Пыльнев были 4-ми на Гран-при в Москве. Произвольную программу не очень уверенно откатали. Не смогли зацепиться за 3-ку. Надеюсь, что здесь у них лучше получится. Вместе приехали сюда с Софьей Евдокимовой, замечательной в прошлом танцоршей, которая вместе с Егором Базиным, со своим партнером, была участницей чемпионата Европы в составе сборной команды России. Поднималась на подиум чемпионата России. То есть очень хороший специалист. Как и спортсменка в прошлом, так и специалист в нынешнем времени. А разминка подошла к концу. И эта разминка будет гораздо интереснее. Я сразу же предвосхищу ваши ожидания. Открывает ее Полина Сажина и Алексей Белкин. Белкин, Москва. Ну, про элементы высочайшей сложности будем говорить в произвольной программе, а здесь будем ждать максимально чистого катания.
realized it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Tried to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Уверенное катание показали ребята, так со значением они это все делали. Может быть, не так уж прям ярко и наотмашь, но тем не менее вот чувствовалось в них, что они знают, что будет дальше. И это, конечно, в нас, как в зрителей, тоже вселяет определенную уверенность и рождается удовольствие от наблюдения за исполнением программы. Ну, я не соглашусь с тобой. Для меня очень мощный прокат, и музыки были гармоничны, то есть очень сложная музыка, современная, мощная, то есть Linkin Park — это... Так а чем не согласишься? Я же и сказал, что уверенно и чувствовали себя. И... Да, подкрутка третий уровень, то есть абсолютно хорошая ловля, шпагат, мне кажется, надо тут, конечно, доработать. И это, конечно... Выброс не самый амплитудный, но с хорошим приземлением здорово, можно это все дорабатывать. Повторюсь, ребята юные, вот это классно. Посмотрите, как близко ребята друг к другу прыгают, и сразу партнер за ногу ловит партнершу. Это говорит о том, что очень близко расположены друг к другу спортсмены, все это должно отплюсовываться судьями. Очень хорошие проходы в поддержке, вообще мягкие. Партнер за ногу ловит партнершу, это говорит о том, что очень близко расположены друг к другу спортсмены, все это должно отплюсовываться судьями. Очень хорошие проходы в поддержке, вообще мягкие ноги очень у Леши, и только вот Тодос на третий уровень у них уходит, хотя вот и вращения тоже понижают. Наверное, не было 6 оборотов у партнерши после смены, потому что немножко она замедлилась. То есть Леша считал себя, сколько он сделал оборотов, а там, видимо, оборотик в общей сложности отстала Полина, и поэтому на третий уровень ушло вращение. Максим Болотин в Kiss and Cry вместе с ребятами, человек, который отвечает за шаги, за дорожки, и мы видим дорожку третьего уровня. Спасибо Максиму и ребятам за это катание. И они лидеры с результатом 61-26, а впереди еще 3 пары. Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Вот кавер-версию Депеш Мод они исполняют свою короткую программу.
Одна из самых больших загадок для меня, как для не фигуриста, а простого зрителя, это то, как спортсмены ловят друг друга на параллельном вращении, когда это происходит на такой огромной скорости. Чуть-чуть потеряли, но потом поймали. Ну, это уже мастерство, и ребята действительно чемпионы России среди юниоров, то есть умеют это делать. И работали, и работают над этим элементом очень много. Видел я это на тренировках. И как раз вот в последнее время там Егор обгонял в последней позиции. И здесь наоборот подстроился и здорово закончил вращение параллельно. Да, пусть судьи нашли только 3-й уровень в этом элементе. Я во многих, честно говоря, уровнях не согласен с нашими судьями. Не могу понять, там Тодос и всем 3-й ставят, по-моему, или там 2-й, по моему мнению, можно и выше на уровень ставить. Нет там таких серьезных ошибок, чтобы прям понижать этот элемент. Строгое судейство в этом году, но может это и хорошо, чтобы более отчетливо делали свои элементы спортсмены. Посмотрите, какой с запасом подкрут, очень хороший. 4-й уровень, первый за сегодня. Параллельный двойной аксель с классным выездом, со сложным выходом. Выброс флип. Четко, хорошо Полина держала выезд. Видим, что и на лице написано удовлетворение от сделанной работы. Ну, поддержка, все четко. Уровень 4. Вот Тодос, не знаю, я не согласен. Низкое положение партнерши. Партнер низко сидит, 3 оборота делает, все равно 3. Непонятно. При том, что пересматривали его, и Да, я надеялся, и- что он все-таки поднимется, этот уровень в Тодосе. Но нет. Придержали. Ну, у А спортсменов... вот вращение Ага. как раз подняли на 4-й. Ну, супер. Ну, у тренеров есть возможность, у судей, у технической бригады потом уточнить, Конечно, что, почему? обязательно. Да? Обязательно это То есть все. диалог есть? Да, обязательно. Ну, Мы же значит, должны знать, над чем работать. Это прекрасно. За короткую программу... И Полина Шешелева и Егор Карнаухов получают 65 баллов, еще на 4 балла больше, чем у предыдущей пары Полины Сажиной и Алексея Белкина. И Полина с Егором лидируют. Короткую программу представляет... Короткая программа в исполнении Юлии Филимоновой и Ильи Пыльнева. Краснодарский край. Сочинская пара. When it was crumbs, scraps, pennies, pats, everything was fine. You treat me like a loaded gun when I ask for what is mine. Always try to dim my light, no matter how bright I shine. But I've got my standards that I'm never letting die. When I called for help, you didn't pick up your phone. You saw my kingly potential, so you kept me from my throne. The truth is I'm demonized, standing my own ground. So you push me to the deep end, hoping I drown. But I've got my baby, I'll be there. Anybody who to do that, I don't need it. I ain't gonna never let back. These are my standards. 'Cause I won't let you treat me so unfair.
Юлия Филимонова, Илья Пыльнев поддерживают друг друга по итогам проката. Очень красивая пара, которая, ну, мне кажется, не до конца использует свой потенциал, но вот как его использовать и сделать так, чтобы все звучало по-другому, по-взрослому, может быть, просто еще не пришло время. Хотя тоже вот им 18-19 лет, казалось бы, уже можно. Да, действительно, пара очень интересная, статная, классная. Но я не знаю, увереннее хочется уже в их возрасте поувереннее немножко выполнять элементы, потому что приземления на первых двух элементах такие были у партнерши прямо ёкало у меня в груди, потому что я тоже болею за эту группу и за Федора Климова в частности, за своего друга. Всегда переживаем друг за друга с ним, но вот как будто немножко волновалась сегодня Юля, и так с подкрутки жестко приземлилась. И выброс был шикарный в Москве. Сегодня не менее шикарный, но увидели мы, как конечек так на приземлении немножко дрожал. Вот посмотрите, раз, бух в зубец, то есть прям жесткое приземление. Это, конечно, судьям не понравится. И вот здесь тоже раз, чуть-чуть, но дернулся конек. Вот помните, я говорил про близкое выполнение прыжка? И вот как раз здесь немножко противоположное. 0,33 надбавка у судей за этот двойной аксель. А у Полины Сажиной с Лешей Белковым 0,66, потому что ближе гораздо все это. Это нужно все учитывать ребятам, смотреть и исправлять на тренировках самим. Следить за этим, не только слушать, что им говорит тренер, но и самим анализировать и понимать, где они не добирают. Что, конечно, с таким вот входом в вращение очень сложно набрать высокий уровень сложности. Только на второй уровень вращения выполнено, хотя придумано здорово. Концовка тоже классная, музыкальная. Чуть раньше приехали к этой концовке. Ну, дождались. Это не наказывается. Да, не наказывается. Поэтому Тодо с первого уровня, дорожка второго, вращение второго, поддержка третьего и, ну, и много начиная потеряли, с подкрута второго уровня, прям это огромные потери. Ну, сколько, я не знаю, баллов 8, да, на одних только уровнях, получается, потеряно. Много потерь, и очень жаль, потому что могут ребята делать, потенциал просто не оспаривается. То есть все умеют. Выброс шикарный, высокий, подкрут тоже. Ну, добавляйте, выполняйте черты сложности, набирайте и поднимайтесь по турнирной таблице. Пара набирает 57. Ну, видишь, как у меня хорошо с математикой. 8 баллов отставания На данный момент третье от место. Полины и Егора. Так вот оно и получается. Выступление второй группы Завершают эти соревнования Павел в короткой Астахов, программе Москва. Ольга Сабада и Павел Астахов, которые будут кататься под «Черную луну». Знаменитая песня в свое время, записанная за 1 час. Вадим и Глеб Самойлов ее придумали. И там такой вот хороший мотив двуличности души, двойственной любви и присутствия некой фатальной темной силы.
полной растерянности. Павел Астахов, конечно, Ольга его поддерживает, хотя всем было очевидно, что именно на его элементе тут случился очень серьезный прокол, который будет стоить паре серьезных баллов. Так вот, парное катание, конечно, непростой вид в этом психологическом отношении, что на каждом лежит ответственность, кто-то что-то сорвал, и чувствуешь ее вдвойне, не только за себя, но и за того человека, который старался рядом с тобой. Да, сегодня, конечно, сложная задача была у ребят. Закрывали они короткую программу спортивных пар, и всегда это нервно, тем более, что все предыдущие дуэты здорово катались в этой разминке. Ну, если не здорово, то хорошо. Вот, и начали с хорошей подкрутки, оцененной 4-м уровнем сложности. Казалось бы, все в порядке. Выброс по сравнению с Москвой, где Оля допустила падение после этого элемента. Здесь, как прогресс, чистейшее исполнение. Хорошая поддержка, уровня 4. Все, казалось бы, шло к гениальному прокату, но вот здесь вывалился из круга Павел. Степ-аут с касанием рукой льда. Потеря скорости, и потянул за собой этот сорванный прыжок, потянул за собой дальше и Тодос, потому что не разогнались должным образом. Вот видим, сложности были на входе у партнера в этот элемент, и, к сожалению, только уровень 2 получают они за него, хотя обычно не доставляет он проблемы, делают они 4-го уровня. Но отмечу, что параллельное вращение было сегодня, мне кажется, лучше всех выполнено. Как один человек ребята вращались на классной скорости, закончили точно в музыку, даже с запасом. То есть, но покачнулся, да, вот опять же, чуть-чуть слишком эмоционален был, мне кажется, сегодня Павел. Ему присуща эмоциональность и на тренировках, поэтому нужно быть с собой в мире. Но во вращении ставит техническая бригада НС, не засчитанные да, что-то нашли ноусид, да. Хотя, таким образом... видимо, кто-то привстал во вращении. Нет, смотри, ноусид убрали. Нет, что пересматривают и пересматривают. Извините, что мы вас... Ну да, но мне вращение само было классно сделано. То есть сейчас только техбригада там уже под микроскопом найдет какие-то, может быть, сложности в позиции. И опять загорелся теперь NU. Они сами не могут определиться, что именно не так. Но подняли до 3-го теперь уровня в своем обсуждении. Но оно плюсовое все равно останется, потому что оно классно сделано. Может, какие-то позиции только вылетят. Выглядело шикарно. И необычная эта работа корпусом в завершении вращения. Да, это всегда качалка очень еще в сложной эффектно. позиции. Сложный выход. В любом случае, констатируем интересную борьбу, мощные выступления, кое у кого почище, в результате за чего... 60 баллов, да, тем не менее. у них практически нет разницы в результате между Ольгой Сабадой и Павлом Астаховым и Полиной Сажиной и Алексеем Белкиным. Очень близкий результат. Их обе эти пары обгоняет на 4 балла Полина Шешлева и Егор Карнаухов. Результаты на ваших экранах. А мы вместе с Максимом Троньковым прощаемся с вами до произвольной программы и продолжим получать удовольствие от фигурного катания, соревновательной борьбы и теплой компании. Обязательно оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Пока-пока.